Значит, утка у меня подготовлена, вымыта, вычищена. Влагу убрала. Все отлично. Яблоки нарезала. 4 яблока средних и штук 6 чернослива. Приготовила я маринад. Ну, не маринад, а тем, чем мы будем натирать утку. Вот, смесь эту. Значит, здесь соевый соус у меня, майонез, мед, чеснок, перчик молотый и молотая лаврушка у меня. Горчица. Вот. 5 компонентов. И здесь у меня по пол чайной ложечки сахар с солью. Я это все сейчас перемешиваю и хочу натереть утку именно этим, чтобы немножко пошел сочок от нашей утки, чтобы она не была суховатенькой такой. Вот хорошо натрем ее внутри, дадим ей. Уточка молоденькая, конечно. Может быть, базарная была бы лучше. Ну, в магазине тоже вроде неплохие. Я смотрю, утки продают у нас по цене. И ну, все хорошо. Так что мне нужно приготовить к дню рождения уточку. Так, я ее натерла. Теперь она должна... Вот она уже помокрела, прям так это была сухая, а то помокрела, вся стала такая, вся влажная. Теперь мы берем и будем начинять утку. Яблоками. Столько, сколько войдет. Я всегда много ложу яблок. Хорошо заталкиваю так, чтобы вошло много. Чтобы сочность была. От этой сочности будет зависеть наша уточка. Яблоки зимние. Я не знаю, какой сорт это нас угостили. У нас пока нет своих яблок, они еще на дереве висят. Голден, он еще зеленый. Вот. А это яблоки, я не знаю, то ли Антоновка, то ли те, которые на мочку. Мы уже ведро нам дали. Мы замочим. Будем мочить. Я буду мочить яблоки. Вот. Ну, если бы был Джонатан, это самое прекрасное яблоко, которым можно начинить нашу утку. Так, я еще сюда положу, потому что тут до конца я, видно, не достала. Вот. Горлышко сюда положим трошки. Так. И я сюда в горлышко положу тоже. У нас здесь хороший рукав. Я очистила все. Тоже будет у нас сочность. Здесь не надо не закрывать, не зашивать. Ничего не надо. Так. Все. Теперь. Ой, выпала. Теперь я возьму сейчас зубочистку и зубочисткой скалю это все. Беру зубочистку и зубочисткой так прокалываю. Так, немножко осталось яблок у нас. Теперь дальше что мы делаем? Я хочу теперь этим всем маринадом, приправой этой всей жидкой, хорошо смазать утку. Все должно хорошо промариноваться. Сейчас мы это все дело обмазываем. Так, маринад у нас, эта смесь вот осталась.
Пусть она стоит. Она нам еще пригодится. Теперь, что я хочу? Я беру рукав. Я вообще утку всегда жарю в рукаве. Всегда она у меня хорошая получается. Вот. И даже горлышко, вот горлышко, я сколола тоже зубочисткой, ну, чтобы она не телепалась так, не создавала объем сильный. И сразу я залазываю утку в рукав. Затем, когда она промаринуется, мы будем ее жарить. Так что ждем, когда наша уточка промаринуется. Перед тем, как утку ставить в духовку, я открыла опять пакет и вырезала жировую железу. Утки. Вы знаете, что это такое, гуски. Закрываю пакет и ставлю, ложу на противень и будем выжаривать. Где-то утка у меня кило 600, и я ее буду в духовке жарить. Это такое же время, час 50, час, ну, где-то 1,5 часа, минут, час 40, где-то вот так. А затем, перед окончанием, я включу духовку на 200 градусов, разрежу пакет, и утка у меня будет немножко поджариться. Даже то, что будет в пакете, и та смазка, которая у нас оставалась, я еще смажу сверху, чтобы уточка хорошо поджарилась. Все, начинаем жарить утку. Духовка сейчас у меня выставлена на 200 градусов. Я ставлю в духовку и убираю температуру на 180. Где-то час 40 она мне будет жариться на этой температуре. Перед окончанием я включаю на 200, разрезаю пакет, обмазываю еще раз смазкой, та, которая у меня осталась, тот маринад. Юшечка, которая будет там на дне, можно юшечкой даже полить. От яблок, ну, которая вытекет в пакете, полить и оставить на несколько минут, минут 10-15, чтобы утка наша поджарилась. Начинаем готовить. Так, час 20 уже утка у меня жарится. Я ее переворачивала 2 раза на одну сторону и на другую. И равномерно она не зажаривалась. Сейчас я еще раз ее переверну. Я ее положила уже на спинку, а пузиком вверх. Еще ставлю, еще подзажариться, а затем раскроем рукав. Открываем пакет. Осторожно. Вот. Утка наша почти готова. Теперь этой смесью, что у нас осталось, я хочу намазать уточку. И поставить ее минут на 10-15, чтобы она у нас поджарилась. Здесь мед, горчица, соус, ну, как я вам говорила. Все. Чуть немного сока внутри. Все, ставим дожариваться утку. Утка моя приготовилась. Вот как она у меня выглядит. Сейчас я ее переложу на блюдо, тогда будет интереснее
Пока сейчас ничего не понятно. Все зажаренное, как бы обгоревшее, но нет. Сейчас. Ой. Возьмем вспомогательное орудие. И осторожно. Ой, чуть зацепилась где-то. Так. Так, мы убираем. Видите, сколько тут сока. Хорошо, что здесь фольга. Не так противень зажаривается. Вот наша уточка. И готова. Она хорошо выжарилась. Посмотрите, какая она симпатичная, правда? Зажимы эти мы все убираем. Шпажки. Это были зубочистки. Все. Теперь она готова к употреблению. Вот и закончился наш процесс приготовления утки. Я думаю, утка получилась на славу. Мягкая, симпатичная, зажаренная. Вкусы все соединились. Яблоко и утки, потому что она у меня настоялась. Готовилась она мне примерно 2 часа. Не примерно, а точно. Где-то 1:40 я ее держала в рукаве. Затем я рукав раскрыла, намазала той смесью, которая у меня оставалась. Полила подливкой, которая собралась в рукаве. И эти 20 минут я на 200 градусов добавила. Со 180 я ушла на 200. Я ее подзажарила. Так что утка должна быть очень вкусная. Тем более я вам показала. Шпажка проходит на ура. Везде все мягенькое. И, кстати, рукав всегда, я уверена в том, что мясо, хоть мясо, ну, вот утка, она всегда прожаривается, даже как бы пропаривается, а потом можно все это поджарить. Вот, быть уверена, что нигде ничего сырого и недожаренного не осталось. Так что нам приятного аппетита!